Читая эту историю, глубоко удивляешься людской черствости и недальновидности. Как можно было считать эту милую и добрую собаку страшной, опасной, неприятной? На каком основании люди калечили ее судьбу, если она в своей жизни и мухи не обидела? Джон Паттель и его жена из города Джексона, штат Теннесси, всегда любили животных, но они хорошо понимали, что это большая ответственность, поэтому не принимали спонтанных решений. Недавно Джон решил съездить в ближайший приют и присмотреться к живущим там питомцам, чтобы в конце концов предложить дом одному из них. Когда мужчина шел вдоль вольеров, все собаки лаяли и прыгали на свои ограждения, и лишь один пес тихо сидел на полу и смотрел прямо в глаза Джону. И тогда человек подошел поближе. Когда я приблизился, рассказывает парень, то увидел, что собака тоже заинтересовалась мной. Она встала, поднялась на задние лапы и доверчиво протянула мне свою лапу сквозь сетку. Я бережно пожал ее, и это было очень трогательно. Потом я набрал номер моей жены Кайлы и сказал ей о том, что мы должны взять именно эту собаку. Я принял решение сердцем и был уверен, что не ошибусь. Оказалось, что предыдущий владелец этого питбуля сдал его в приют по причине несимпатичности. Когда девочка вышла из стадии милого щенка, она уже больше не привлекала своего хозяина, и он от нее запросто избавился. Я совершенно не понимаю, где он нашел несимпатичность, ей право возмущается Кайла. Как для питбуля, ее мордочка просто очаровательна. А уж какой у нее любящий и преданный характер, вы не представляете. Нет на свете объекта, которого бы наша Элли не полюбила, будь то чужой человек с плохим настроением или какой-нибудь старый прокушенный теннисный мяч. Она обласкает всех, она просто полна радости и позитива. Тем не менее, семья Паттель жалуется на то, что люди предвзято относятся к их питомцу. Когда они выводят ее погулять, идущие навстречу прохожие даже переходят на другую сторону улицы, лишь бы не пройти мимо питбуля. Всему виной предрассудки, которые велят остерегаться агрессии этой породы, специально выведенной для убийства. Вы только дайте шанс. Самый интересный момент этой истории состоит в том, что Джон успел вовремя. Настоящее чудо привело его тогда в приют, потому что вечером того же дня бедную Элли должны были усыпить. Когда глаза человека и животного впервые встретились, Элли оставалось жить не более пары часов, но ведь Джон этого не знал. Ей всего год, говорит мужчина. И если бы ее тогда усыпили, это было бы время, прожитое зря, отнятое у реки времени понапрасну. Я был неимоверно рад, что помог Элли избежать такой злой участи. Теперь ее дни наполнены смыслом. Вспоминаю, как привез ее домой в первый раз. Она стала носиться по квартире, запрыгивать на кровать и диван, не забывая ежеминутно облизывать нас с женой. А потом мы подарили ей первую в ее жизни расслабляющую ванну. Она лежала в ней, такая счастливая, такая обновленная, что хотелось плакать от радости. Теперь же любимым делом Элли является преследование ее родителей. Она не спускает с них глаз ни на минуту. Да, она любит играть мячиками и игрушками, а недавно даже освоила аккуратную игру с воздушными шарами, но Джон и Кайла — это самое важное в понимании их питомца. Она словно большая бабочка порхает и порхает, смеются люди. Кто-то от нее шарахается, кто-то бормочет ругательства, другие просто боятся, она не понимает этого, хочет всех обнять. Супруги уже не мыслят своего дома без милой Элли. Она часть их семьи, поэтому они всем рекомендуют брать из приютов самых отверженных и обиженных жизнью собак. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.